Приветствую вас в сей чудесный вечер, мои дорогие наблюдатели. Да, как вы уже поняли, сегодня я решила показаться перед вами во всей гортани. Поэкспериментировать с форматом, так сказать. И если ваша реакция в большей части будет позитивной, то из экспериментного она перейдет в регулярный. Все в ваших руках, мои бусинки. И в качестве нашего подопытного кролика была выбрана очень занимательная история, произошедшая со мной пару лет назад. Приступим! 2020 год, середина июля, душно, жарко, ковид витает в воздухе. Впрочем, ничего нового. Просыпаюсь рано утром и вижу, что дома ни души. Делаем выводы, мама ушла на работу. А это значит, что квартира на все 24 часа полностью в моем распоряжении. Нарезаем яблочки, делаем гречку с молочком и заедаем все это под громкую музыку в полнейшем одиночестве. Абсолютный кайф. Сижу себе спокойненько, поглощаю уйму полезной информации, и вдруг... Это что-то новое. И вроде ситуация обычная, с каждым случалась, но конкретно в нашем случае это было впервой. И признаюсь, первые пару секунд я была немного ошарашена. Взяв мобильник в руку, я начала размышлять, что ж с этим делать. Позвонить не вариант, по очевидным причинам. Ответ накладывался сам собой, нужно взять и принести хозяину его имущество. Но была одна маленькая деталь, что не давала мне покоя. Мама ушла на работу утром, а сейчас был уже полдень. Не думаю, что человек на протяжении нескольких часов мог не заметить, что предмет, которым он пользуется 24/7, пропал. И был риск того, что мы можем с ней тупо разминуться. Но любопытство и желание увидеть мамину реакцию меня окончательно убедили. Плюс какая-никакая физическая нагрузка, что полезно для организма. 2 в 1. Решено. Включаю навигатор, беру бутылку водички, оставляю на всякий случай записку и отправляюсь в путь. 20 minutes later. Первые минут 20 все было отлично. Это была та часть маршрута, которую я знала как свои 32 зуба. А вот дальше была дорога, по которой я никогда раньше не ходила. Здесь я еще могла развернуться и уйти, вернуться домой и забить на всю эту фигню. Или сжечь все мосты и довести дело до конца. Что же делать? Простите, а можно задать вопрос? Да? Но почему вы не использовали маршрутку? Так было бы гораздо легче и быстрее. Хороший вопрос. Раньше я не особо пользовалась общественным транспортом и больше полагалась на своих двоих, так как боялась, что выберу неправильную маршрутку и окажусь черт знает где и не смогу даже вернуться. Ведь именно это и произошло один раз со мной и моим дедушкой, и повторять такой опыт не очень-то хотелось. Да, если так подумать, в детстве я была тем еще трансфобом. Ну так вот, иду я, значит, строго по карте. Вперед, 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 еще вперед, опять вперед. Да. Солнце уже конкретно подпекало, а остановиться за каким-нибудь прохладительным напитком я не могла, ведь думала, что если сойду с курса, то навигатор перестроится, и я в итоге заплутаю. Плюс я хотела как можно скорее добраться до больницы, чтобы, как я уже говорила, минимализировать возможность разминуться. План был такой. Отнесу товар носителю и потом уже куплю себе вознаграждение на обратном пути. Отлично, на этом мы договорились. Итак, после долгого неизменчивого пути я прихожу к ЖД-вокзалу. Тихо, пусто, ни единой души в округе, ну, за исключением 1,5 пенсионера на скамье. Передо мной находился каменный мост, очень хренового качества. Было ощущение, что если еще немного подождать, он рассыпется у тебя на глазах. Смотрю на карту, стрелка показывает вперед. Увидев и слева, и справа беспрерывную железную дорогу, до меня доходит. Мне нужно перейти по этому мосту. Да, мне... Но разворачиваться уже было поздно, поэтому я начала наступать на первые ступеньки. И с каждым новым шагом все отчетливее слышался хруст зыбкого камня.
И тем сильнее усиливалась мысль, что вот-вот ступеньки под ногами развалятся, и именно в этот момент появится чертов поезд. Что ж, продолжаем путь. Осталось совсем немного. Еще минут 40, и я на месте. Спустя пару поворотов я натыкаюсь на Дикий Запад. Серьезно, было ощущение, что вот-вот передо мной пробежит стадо из перекати поля. Прошло 2 часа с тех пор, как я отправилась в путь. Было уже 14:30, самый час пик. Солнце все продолжало сжечь своим теплом и ослеплять своим светом, даже не думая о пощаде. Запасы воды иссякли, в горле все полностью пересохло, и даже слюна не помогала. Каждый шаг становился все отчетливее. Раскаленный песок, игнорируя сандали, сжег мне ступни. Уже начала кружиться голова. Я едва понимала, куда иду, и просто продолжала бездумно двигаться вперед. Теней толком не было, негде было спрятаться. Это место казалось нескончаемым. В голове начали уже шебуршать мысли. Что если это конец? Что если мне суждено бесконечно плутать здесь в надежде найти выход, пока силы окончательно не покинут тело? И я паду, так же, как и предыдущие путники, попавшие в эту ловушку. И вдруг я вижу впереди его. Перекресток! Слава богу, передо мной оказалось большущее дерево, что образовало не менее большую тень. Наконец, зайдя внутрь, отдышавшись и получив нужную дозу прохлады, я осмотрелась и увидела, что мне нужно всего лишь перейти дорогу, и я на месте. Итак, дорога, ворота, тропинка и... Дэмбой, мы сделали это! Одев заранее заготовленную масочку и пройдя надзирателя, я наконец оказалась внутри. Осталось всего-то подняться на лестницу, и mission will be complete. Да что может пойти не так? Да, после всех этих испытаний и препятствий на моем пути, меня останавливали долбаные бахилы. И опять-таки я начала раздувать проблему из ничего, боясь, что если зайду туда без бахил, то меня остановят резким захватом за локоть. И я не придумала ничего лучше, чем просто стоять у входа и надеяться, что кто-нибудь сам ко мне обратится. Да более знакомая рубашка. Погодите секундочку. О мой бог. Мне чертовски повезло, что в этот момент мама проходила по коридору. Вот ты! Да, конечно, сейчас все принесу. Посиди пока здесь. Безумно уставшая, я села на диван в ожидании своего спасения. И тут я услышала, как мама, пытаясь подавить смех, объясняет своим коллегам, что происходит. Я могла бы возмутиться, что мою спецоперацию раскрыли с потрохами. Но я была слишком уставшей, чтобы сделать хоть что-нибудь. Вот, я тут купила для тебя литровку. Надеюсь, тебе этого Я выпила всю эту бутылку буквально залпом за секунд 10. Итак, окончательно отдышавшись и придя в себя, я начала объяснять маме, какого фига я тут забыла и какими дебрями мне пришлось пойти до нее. И если на первой части она все продолжала смеяться, то на второй ее лицо знатно изменилось. Ах да, забыла сказать. Дело в том, что была и другая дорога к больнице, которую мы обе хорошо знали. Но дальше я тупо не знала, куда идти. И она думала, что я выбрала именно эту дорогу, когда я, в свою очередь, выбрала ту, что была короче. Да, неловко получилось. Ладно, я пойду домой, пожалуй. Но мама остановила меня, сказав, что после такого долгого пути возвращаться также это самоубийство. И она была права. Поэтому она попросила своего коллегу подвезти меня. Итак,
Попрощавшись, сев в тачку и посидев так минут 15, я наконец вернулась домой. Ну и конечно же купила себе шоколадку к чаю в качестве награды за мой подвиг. И весь оставшийся день я отдыхала от этого приключения, не беспокоясь ни о чем. Конец. И на этом мы сегодня закончим, ребятки. Как было сказано в начале, будет ли это нашим регулярным форматом, зависит только от вас. Лично у меня есть уйма вещей, которыми я бы хотела с вами поделиться. Так что, надеюсь на ваш отклик, мои воробушки. И что ж, еще увидимся!